Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать комод для кукол. Для основы я возьму пивной картон толщиной 2 мм. Вырезаю из него внутренние детали комода, внешние детали и одну деталь задней стенки. Для начала склеиваю по две маленькие вертикальные перегородки. После этого приклеиваю их к длинным горизонтальным перегородкам. Для удобства я сделала разметку. Теперь приклеиваю эту внутреннюю сетку к задней стенке. По периметру отступаю с краев по 4 мм. Также склеиваю между собой по две внешние боковые детали. А затем приклеиваю их, отступив сверху и снизу, также по 4 мм. И в конце склеиваю по две верхних и нижних детали и приклеиваю их на свои места. После этого покрашу внутреннюю часть комода. Также крашу нижнюю сторону и заднюю стенку. Теперь сделаю ящики. Из-за возможных погрешностей при склеивании лучше всего измерять каждый ящик по отдельности. Вырезаю задние стенки ящиков, а также боковины и донышки. Подгоняю по размеру ячеек, подшлифовав наждачкой. Приклеиваю к донышку заднюю стенку и боковые. Примеряю ящики. Измеряю ячейки для передних стенок. Половину ширины перегородок плюсую к ширине накладки, тем самым пряча эти перегородки. Также ширину горизонтальных перегородок плюсую к высоте ниже лежащих накладок. А можно просто вырезать целый прямоугольник, равный по высоте и ширине внутренней части комода, а потом разделить его на нужные части.
Выбрать ручки для ящиков лучше на этом этапе. Я возьму вот такие держатели для кулона с резьбой и соединительные колечки. Раскрываю колечко, вдеваю в него держатель и закрываю. Это и будет ручка. Так как штырек довольно длинный, я добавлю толщины к передней стенке. Для этого отрезаю квадратик 1 на 1 см и приклею его сзади на место будущей ручки. Теперь возьму вот такие плетеные бамбуковые обои для облицовки передней стенки ящиков. А для внешних, верхней и боковых поверхностей я возьму вот такие обои. И теперь прикручиваю ручки к передним стенкам ящиков. Приклеиваю детали к каркасу. Крашу также и сами ящики. Также дополнительно я прокрасила внутреннюю сторону ящиков золотой краской. И вот такой комод для кукол у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!